Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о орхидеях «Парфюмерная фабрика» и других ароматных орхидеях. Ведь, наверное, каждому хочется иметь в коллекции, хоть одну, но ароматную орхидею. И за последние лет, наверное, 10 появились продажи ароматной орхидеи. И, конечно же, это парфюмерные фабрики. На столе сейчас стоит парфюмерная фабрика «Бабочка Оранж». Такая же «Бабочка Diffusion». Просто парфюмерная фабрика Diffusion. Маленькая отцветающая орхидея Dusty Bell. И еще две орхидеи, которые не цветут. Но это тоже парфюмерные фабрики. Но вообще сейчас, конечно, не только парфюмерные фабрики, а и другие орхидеи имеют аромат. Вот, например, та орхидея, которая была показана первой, и я вам обещала ее показать, когда она зацветет, это Микки Голден Санд. Еще есть, например, в моей коллекции есть Red Neo, Esme, Zora, желтый шоколад, конечно, Будда. Леодора. Но Леодора, эта орхидея цвела, а цветущая находится на другой полке. И много орхидей, которые действительно источают нежный цветочный аромат. Хотя восприятие у каждого свое. Например, очень часто говорят, что Сога Лауренс пахнет копченой колбаской. Это уже нюансы ваших восприятий. Я чувствую разный аромат от этих цветов. Где-то чуть с перчинкой, где-то больше действительно парфюм, причем дорогой парфюм. Или же цветочный нежный аромат, пахнет ландышами. В общем-то, очень оригинальные и интересные орхидеи. Но чаще всего размер цветка этих орхидей очень мал. И поэтому показывать их на полках, когда все хотят, чтобы было позади меня, да и другого блогера, цветение безумно крупных орхидей. Нет, у этих орхидей цветочки чаще мелкие. Капризные они или нет? Наверное, в разных помещениях это происходит по-разному. Я не могу сказать, что у меня парфюмерные фабрики капризные. Пропадают или не растут. Нет, прекрасно растут. Посмотрите, вот у этой бабочки. Она цветет, а еще она одновременно с этим растит детку. Они даже не пересажены после покупки. Вот это и другая парфюмерная фабрика. И у нее 3 цветоноса. Ребята, вы мешаете. Ричи. Вот, поругались. Ричи, не трогай Юлю. Нельзя. Ричи, посмотри на меня. Ричи, ложись. Все, лежать. Все, успокойся. У меня растут и цветут прекрасно. Но в этом году я проводила с 2 орхидеями
именно парфюмерными фабриками Dusty Bell, эксперимент. Вот они обе стоят рядышком. Осенью одну из них я выставила на балкон. А на балконе температура воздуха чуть ниже, чем в квартире. От 19 до 22 градусов. И вот эта орхидея, которая сейчас с двумя цветоносами, она сразу выпустила цветонос. И когда начал раскрываться первый бутончик, я ее поставила на полочку позади меня. Она отцвела. В это время я поставила на ее место на балкон другую Dusty Bell. И у нее тоже появился цветонос, но она сейчас тоже доцветает, уже остались только цветущие веточки. Основной цветонос уже закончил свое цветение. Как только первая орхидея отцвела на этой полке, я их поменяла местами, а эту первую опять вернула на прежнее место на балкон. И прошел буквально месяц, появилось опять два цветоноса, и скоро она зацветет. Мне стало интересно, действительно ли парфюмерные фабрики любят цвести при более низкой температуре. Особенно парфюмерные фабрики. Все орхидеи любят цвести при более низкой температуре. Даже не цвести, а выпускать цветоносы. И орхидея Diffusion, которая тоже находилась на полке, ну что ж, приходится так говорить, и тоже отцвела, но на балконе у меня места не хватило. Ричи, тебе нравится, как пахнут цветочки? Вот. Даже Ричи оценил, что аромат прекрасный. Да, нравится. Ну хорошо. На балконе места не оказалось для этой орхидеи, и я поставила на подоконник, на кухне. А на кухне у меня практически всегда открыто окно. И буквально через тоже 2-3 недели появилось два цветоноса, хотя она цвела почти всю зиму. Вот посмотрим, какое будет летнее цветение. Летнее цветение у нас не всегда обильное, не всегда получается даже. Если сейчас отключили отопление и прохладно, цветоносы выпускают. А если через месяц-полтора станет очень жарко, то цветоносы могут перестать расти и даже формировать бутоны. Но очень бы хотелось, чтобы именно у парфюмерных фабрик все-таки цветоносы были и цветочки появились. Но вот это уже от меня не зависит. Это зависит от той погоды, которая у нас будет этим летом. А так все орхидеи, все очень любят, неважно, это будут парфюмерные фабрики, это будут стандарты, это будут какие-то бульбовые орхидеи. Они все любят цветоносы выпускать при более низкой температуре. То есть 19-23 градуса – это самая идеальная температура для выпуска цветоносов. Ну а парфюмерные фабрики, я считаю, что они не капризные. Они растут точно так же, как все остальные орхидеи. Просто цветы чуть мельче, но аромат, их аромат завораживает. Так что если у вас есть возможность приобрести парфюмерную фабрику, конечно, приобретите. И ухаживайте за ней. Ничего особенного ей тоже не нужно. Ну а сейчас можете полюбоваться цветением именно этих орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Юля, ты возмущен?
Возмущен Ричи. Ричи. Ричи не возмущен. Ричи хулиганил. Ты хулиганил?